Тбилисская «Динамо» в шаге от финальной стадии юношеской лиги УЕФА. Как это возможно и с кем будет играть тбилисская команда совсем скоро? Погнали, разбираемся! Друзья, всем привет! Это по-прежнему Сандро, Шотот Медиа. В Тбилиси прекрасный солнечный день. Вот я даже в футболке Хвичи здесь гуляю. Но выпуск не об этом. Выпуск о игре юношеской команды Ю-19 «Динамо Тбилиси», которая сначала выиграла чемпионат, потом стартанула очень неплохо в юношеской лиге УЕФА, так называется турнир, кто не знает. Там есть основная сетка, где, в общем-то, все как в Лиге чемпионов, играют те же команды, тоже количество матчей, но есть вот такой путь чемпионов, путь регионов, как хотите его называйте, где команды попроще, из чемпионатов попроще, например, из чемпионата Грузии, имеют шанс пробиться и поиграть с топами. Так вот, чтобы этот шанс получить и чтобы его реализовать, нужно пройти 3 отборочных раунда. И вот сейчас «Динамо Тбилиси» прошло 2 таких раунда. В первом раунде прошли Зриньски и совсем недавно играли дома против кипрского АЕКа. Сыграли успешно. Я был на этом матче, пообщался там с Мамукой Кварацхелия, сам посмотрел на юных талантов. 5 могли, 6 забивать. Много инфоповодов, много новостей, много чего хочется снять, но не все успеваю сделать быстро, не все успеваю выложить быстро, поэтому поддержите лайком, у кого есть возможность, донатом, ну и обязательно подписывайтесь на канал, уже 21 тысяча, ну разве столько людей интересуются реально грузинским футболом? Я думаю, что их минимум 100 тысяч, поэтому подписывайтесь, а мы начинаем. Это случилось, 42-я минута. Сзади, они забили. Что, ждем Минск? Первый тайм позади. Катастрофическая доминация «Динамо Тбилиси». Очень много моментов, но забили всего 1 гол. Что было у АЕКа? Ну, пару выпадов, потому что атаковали, били, но забили всего 1 мяч. Как будто бы все понятно. 4-3 в первом матче, тут 1-0. Но, знаете, это молодежный футбол. Я бы тут не загадывал, мне кажется, все возможно. Хочется больше голов, я бы так сказал. Ну, конечно, в ворота гостей. В первом матче их было 7, сейчас 1. По персоналям я, наверное, особо не пройдусь, но у нас будет Мамука Кварацхелия, эксперт грузинского футбола. Я думаю, он нам много чего интересного расскажет еще во втором тайме. И послушаем, вообще за кем стоит следить в этой команде. Пропустил я второй гол и пропустил его АЕК. 2-0. Гамарджоба «Динамо», Гамарджоба Тбилиси. Все по делу, я думаю, что еще и 3-й. Это вот родственницы автора гола, и они радовались, я так понял, особенно бурно этому. У нас второй тайм идет, 69-я минута, и снова Мамука Кварацхелия, с которым мы уже общались в Мюнхене во время финала Лиги чемпионов. Здравствуйте, Мамука. Пару слов по этой команде. Вот вы сказали, что впервые, да, вообще «Динамо Тбилиси» в юношеской Лиге чемпионов, да, так далеко проходит. Да. Очень талантливый состав собрался. Муртаз Куцелава часто говорил мне, что тренеру всегда везет, если он совпадает, его тренерство совпадает с талантливой молодежью. И так совпало вот сейчас. Очень хорошие ребята. Хорошо, что в «Динамо» перешел Долтамузиев, ингуш по национальности, который в Бельгии играл и очень хорошо играл. Он усилил команду, видите, он какой гол забил. И, значит, собралось, хорошие ребята собрались. И думаю, это костяк того «Динамо», который в будущем, в скорейшем будущем будет какие-то хорошие, эти самые динамовские традиции продолжать. Знаете, что хотел спросить? Вот, у меня ощущение, что «Динамо Тбилиси» все проблемы сейчас имеют взрослые, когда молодые игроки появляются, их быстро распродают. Вот из этой команды будет ли распродажа или нет? Да, уже я видел, несколько агентов уже сидят здесь, в ложе я только что сидел, и несколько агентов уже там пишут фамилия, имена.
Понимаешь, к сожалению, у нас нету возможности и столько финансов, чтобы сохранить этих талантливых ребят. И ребята уезжают до 19-20 лет. Но с другой стороны, это хорошо для сборной Грузии, потому что, например, знаете, что весь костяк сейчас сборной Грузии, практически все легионеры, и все ушли в молодежном, молодом возрасте. Тот же Квара, тот же Давиташвили, там Мамардашвили, Зука и так далее и тому подобное. И знаете еще, что хотел спросить? Насколько здесь состав сбалансирован? Потому что вот если брать взрослую сборную Грузии, ну, может быть, и молодежку тоже, что мы видим, что атака хорошая, но в обороне много проблем. Вот здесь насколько сильная оборона? Смотрите, Грузия маленькая страна. Нас было 5 миллионов при Союзе, сейчас осталось 3,5 миллиона. И очень мало число футболистов. Когда я начал работать в федерации 9 лет тому назад, у нас было 12 тысяч футболистов. Всего по всей Грузии. 12 тысяч футболистов только у мадридского Атлетика. Представляешь себе? Ну, прикинь. И сейчас возьми в счет инфраструктуры Испании, там это самое, что они едят, как они растут, как у них чемпионат, как у них тренера, восстановление, там подобное. А есть села, вот сейчас как раз мы пойдем через 2 дня в села Грузии, и вы сами увидите, что есть села, где у ребят практически ничего нету, и никто не знает, чем они бедно живут в некоторых селах, поэтому мы не знаем, какие там таланты могут оттуда появиться. И, значит, к сожалению, многие таланты теряются из-за того, что нету хорошей инфраструктуры, нету хорошего чемпионата, нету тренера, который заметил бы такого футболиста и взял бы. Например, когда гениального Муртазу Хурцулава, Андро Жордания, тоже гениальный тренер, заметил в какой-то маленькой селе в Западной Грузии, Банза такое село есть, там над ним смеялись, что какой может футболист из этого борца. Хурцилов был похож на борца. И он сыграл фантастический футбол, был капитаном сборной СССР. И в 1969 году Альф Рамсей его назвал вторым футболистом мира после Пеле. Так что вот надо искать, но, к сожалению, вот нынешняя ситуация в Грузии, естественно, желает лучшего и экономически, и финансово. Ну, мы талантливый народ, мы много раз все хотели завоевать Грузию, все империи, но империи эти уже нету, но Грузия до сих пор грузины, мы грузинами называемся, христиане до сих пор, по-грузински говорим, алфавитом пишем, так что я думаю, что превзойдем все эти проблемы и воссоздадим Грузию, и футбольную Грузию, естественно. И эти ребята, вот, которые сейчас выйти, сыграют в этом свою роль. Вы красиво очень сказали прям для концовки, но я все же еще один вопрос, позвольте задам. Вот в этом составе «Динамо Тбилиси» есть ли какие-то футболисты, тоже, может быть, из сел, с кем вы давно знакомы, кто вот приехал, кого нашли именно? Да-да-да, вот в этом. Вот в этом именно? Да, именно в этом. Может быть, вы знаете просто, или это все из Тбилиси, все футболисты? Вот сейчас я говорил с 2 скаутами «Динамо», у нас система такая, они ходят по всей Грузии, ищут талантливых футболистов, и, естественно, сразу их в «Динамо» подписывают. Да, тут несколько футболистов из других городов, и это нормально, потому что «Динамо Тбилиси» всегда была паровозом, так сказать, грузинского футбола, флагманом, и футболист, мы так считали, что футболист должен вырасти именно в «Динамо Тбилиси». И для доказательства этих слов я вам перешлю потом фото, где 14 лет тому назад Криштиану Роналду открывал Академию Грузии, и 5 футболистов вот такими глазами, там все были, но 5 ведущих футболистов нынешней сборной Грузии вот такими глазами смотрят, пацаны совсем маленькие, Квара, Чакотадзе, Зука, Мамардашвили, Кочурашвили смотрят вот такими глазами на Роналду. И кто бы подумал, что через 13 лет вот эти ребята победили бы Роналду, и в той игре Роналду получил бы наименьший коэффициент очков после матча, а наибольшее получил бы Квара. Фантастика, да? Вот такой мы народ. Да, ну, тоже хорошая концовка. Спасибо. Смотрим дальше. Спасибо.
вот этого парня, да, заменить? Браво! Вот снова Сергей, который невольно сегодня со мной оказался на матче. Скажи вообще, как тебе, потому что, ну, ты ведь не планировал утром, еще даже вчера вечером, сегодня утром и даже, наверное, днем идти на этот матч. Вот что в итоге? Какие у тебя ощущения? Слушай, я здесь вообще в Тбилиси мало чего планирую. У меня есть прекрасный друг Саня, который мне говорит: так, здесь молодежка с Германии играет, здесь регби, грузинская сборная сильная, здесь юношеская лига УЕФА. Я рад любым спонтанным движением, это первый момент. Второй, я третий раз в жизни на юношеской лиге УЕФА, кажется, третий. Был в Москве на 2 матчах, где ЦСКА с Реалом играл и Локомотив Шальке. Мне всегда нравится в этих ребятах молодых то, что они, во-первых, здесь составы коренные чаще всего, во-вторых, очень самоотверженно бегают, как бы вот. И в-третьих, ты меня заинтриговал, что если сейчас Динамо Тбилиси пройдет вперед, то они могут выйти на Динамо Минск, который прямо сейчас начинает играть с болгарским Лудогорцем. И если в итоге вот это динамовское дерби случится, чемпион СССР... 2 раза, да? Да, ты знаешь, вот я узнал, что Динамо Тбилиси чемпион СССР 64 года, а Динамо Минск чемпион СССР 82 года. Ну, это, знаешь, такие уже, короче, отсылочки немного. То 2 раза в Тбилиси сыграют, вот. И, конечно, мои истоки, мои корни белорусские нагоняют меня, буду рад. Будешь, да? Если такое случится. Слушай, ну, я буду за классный футбол, но в любом случае своих хочется всегда поддержать, да, то есть Динамо Минск, если сюда приедут. Я там хоть честно никого не знаю, но все равно будет приятно посмотреть, поболеть. Круто. Друзья, и вы приходите. Я так понимаю, кстати, следующие даты, скорее всего, будут вот следующее окно, ну, вот когда Еврокубки играют. Я думаю, через недельки-2, если Ну, будут да, матчи, как ноября, бы, скорее всего, после плюс. Сборных. У нас еще сборные, короче. Вот, насыщенно, вот. Ну, будем ждать Динамо Минск. Я, честно, с Лудогорцем взрослые сборные играла недавно, как бы, они не прошли раунд. Лудогорец сам по себе взрослый, точно сильный. Да, да. Как насчет команды молодежной, честно, у меня нет информации, вот. А Динамо Минск по молодежке, в принципе, всегда хорошей командой считалась, как бы, поэтому будем посмотреть и поболеть, как говорится. Спасибо, спасибо. Нахомдис. Давай, да. И сейчас я еще себя. Друзья, ну чем не повод вам поставить лайк? Динамо Тбилиси 2 раунда в юношеской лиге чемпионов проходит. Такого никогда не было в истории грузинского футбола. Вообще даже 1 раунд еще никогда Динамо Тбилиси не проходил. И сейчас в финале вот этого пути регионов, пути чемпионов Динамо Тбилиси будет играть. Совсем скоро узнаем соперника. И вот здесь, на стадионе Динамо, который за моей спиной сейчас светится ярко, будет как минимум 1 матч. А если Динамо Минск выйдет, будет даже 2 матча. Вы, наверное, уже знаете результат, я пока нет. Но это прекрасно. И спасибо большое Мамуке Кварацхелии и Сергею за мнение, за эмоции. Уверен, что дальше будет лучше. Подписывайтесь, ставьте лайк, оставайтесь на канале. У нас еще очень много интересного. И в Цаленджиху тоже поедем. Друзья, ну я в заключение добавлю, что Динамо Тбилиси Ю-19 сыграет с Минским Динамо. Это значит, будет 2 матча в Тбилиси. Предварительные даты уже есть. 26 ноября. Фактически выездная игра, но она пройдет в Тбилиси, потому что в Минске пока УЕФА играть не разрешает. Но эта игра будет без зрителей, а вот ответный матч уже в декабре. Обязательно приходите, будет очень интересно. Я надеюсь, что стадион побольше заполнится. И, знаете, еще напомню, что в прошлом году Трабзонспор начинал также с вот этого пути регионов и дошел до самого финала, где уступил только Барселоне. Посмотрите, какие топы приезжали в Турцию, в Трабзон. Все это возможно и в Тбилиси, поэтому команде нужна ваша поддержка. Верим в грузинский футбол. Сакартвелос Гаумаджос. Нахомдис. Sakartvelo,